your feet in the air and your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah. Итак, всем привет, на канале ZenVlog. Сегодня будет не наше семейное видео из Германии. Там я не буду рассказывать о ценах и о том, что здесь происходит. Сегодня будет обычное душевное видео, в котором я вам расскажу о воспоминаниях, как сделать их ближе и ярче. Ну, если вы готовы, то начнем. Сейчас в это время некого ужаса и хаоса все больше и больше хочется вернуться обратно во время спокойной, тихой жизни, когда у тебя было время свободы, некой безответственности. Я имею в виду наши студенческие годы, но если вы, конечно, мой ровесник или старше. Когда мы еще были молоды, когда вся наша ответственность сводилась к тому, чтобы ходить на пары и просто сдавать экзамены и сессии. Когда ты думал о том, чтобы только быстрее бы пришла пятница, потому что в общаге будет жара. Когда ты мечтал только о теплой, солнечной погоде и чтобы не было дождя, так как у тебя не было даже обуви для сырой погоды. Когда ты стоял и ждал троллейбус с талончиком, с одним талончиком, и ты понимал, что у тебя уже нету денег на второй талон. И все, о чем ты мечтал тогда, это было только то, чтобы на маршруте не было конторы. И приходя с друзьями после пар в парк, ты чувствовал себя королем, ты понимал, что ты способен на все, ты этим жил, ты это чувствовал, ты в это верил. Ты верил, что ты можешь все. И я нашел, как мне возвращаться в те студенческие годы, когда я после пар жену ждал под университетом, и потом мы могли просто часами гулять, не думая ни о чем. Мы думали только о себе и о том моменте, который мы проводим друг с другом. Для меня порталом в прошлое стал телефон. Но не сейчас, не современная технологическая коробочка с искусственным интеллектом. Нет, именно кнопочный телефон, который был тогда у меня. В то время. Даже не телефон, а телефоны, которые были у меня в то время, которые сейчас мне приносят эти приятные воспоминания. И к радости многие телефоны, которые были у меня в определенный отрезок времени, сейчас можно купить. Конечно, не все из того, чем я владел, а следовательно, можно и купить воспоминания, но это сугубо лично моя теория. И я думаю, многим такое чувство, когда ты, находясь в каком-либо месте, улавливаешь или запах парфюма, или аромат столовки из детства, из прошлого, и у тебя в голове сразу образуется картинка или просто строится целый видеоряд, и ты переносишься туда, в то время, с которым у тебя ассоциируется тот или иной запах или вещь. И я уверен, что это чувство знакомо многим. И когда нас какой-либо аромат переносит куда-то обратно, строит эту картинку в голове, называется феноменом Пруста, прустианской или альфактарной памятью. Смысл в том, что наша автобиографическая память лучше всего работает, если момент ассоциируется с определенным, свойственным ему лишь ароматом. Феномен назван в честь французского писателя Марселя Пруста, который, как считается, впервые описал эти чувства в своем романе под названием «В поисках утраченного времени». Если сказать пару слов о моем аромате, у меня есть определенный аромат, пока не буду раскрывать все эти тайны, возможно, как-нибудь дальше. Это то, что меня связывает с Израилем, с первой поездкой в Израиль. Это просто этот аромат я могу купить сейчас, и часто я к этому прибегаю, когда хочу перенестись туда настолько детально, что просто напишите, какой аромат у вас с чем-то либо ассоциируется. Ну, аромат ароматом, а также у меня есть определенное количество телефонов, которые я сейчас покупаю, это старые модели. Из них я выделю, наверное, самые такие это E61. Это телефон, который меня переносит в то время, когда я как рассказывал, я ждал свою жену под университетом, мы потом гуляли вдоль аллей, вдоль Гомельского меда. Я его беру в руки, меня просто переносит в тот солнечный день. Это как сейчас эта картинка стоит. Это что-то неповторимое. Я всегда когда бывает грустновато, что-то еще, просто беру этот телефон и все, эти воспоминания меня просто поглощают. Также есть интересная модель, это 5140. Кстати, 61-я я купил, она у меня в идеальном состоянии, она у меня в полном комплекте, я тоже за это очень сильно переживаю. 5140 я купил без комплекта, с китайским чехлом, потому что это очень тяжело сейчас найти, это спортивная моделька. Она так разбирается на две части, там еще все снимается, у нее градусник, встроенный термометр. В общем, когда я ходил с этим телефоном, я был по-моему, это был День города, не помню, какой-то праздник в Новополоцке, мне тогда так жестко рассадили лицо. Но я тогда был виноват сам, я вступился полез, в драку, и мне нормально так всадили, что я по сей день не могу вспомнить, меня или конь копытом легнул, или что. Мне нормально так выписали в носяру, я упал, я помню, меня поднимает кто-то, кричит, что, кто тебя бил, кидает мне платок в лицо. Я так глаза
открываю и смотрю, это милиционер, он, кто тебя избил? Я говорю, дяденька, вы что, не видели? Сам шел в толпе, спотыкнулся, упал, я понимал, что я сам туда влез, кого мне обвинять? Это вот были эти годы такие, что ты, избили, окей, бывает, и все, это моментом успокоилось, и все друзья, все выпивают, и классно, вот я не знаю, наверное, там был мой двоюродный брат Андрей, и это, не знаю, мне вот, несмотря на то, что произошла драка, мне там нормально на сяру рассадили, я там все залил кровью, но мне все равно приятные воспоминания, вот на тот момент у меня был тогда 5140i, правда, у меня был в оригинале, конечно, красно-синий, как сейчас это помню. Сейчас корпус немножко другой, но все равно. Что еще? Также для меня очень цена модель 6630. Она тоже у меня просто вот в идеальном состоянии. Она вот только из коробки, она в полном комплекте. Этот телефон у меня был, когда я работал в Эль-Патио. Я приходил, подключал его к колонке. У меня колонка была небольшая. И слушал свою любимую группу Red Hot Chili Peppers. Мы жили в квартире с парнями, с моими бывшими одногруппниками, и там просто тоже происходил такой положительный хаос, трэш, и это было круто, поэтому вот эти телефоны мне очень дороги. Многих из них, телефонов, которые у меня были тоже, я не могу сейчас найти в хорошем состоянии, это там Engage, Nokia первая, именно не QD, а вот где ты разговаривал сбоку. Что еще? N93, тоже очень тяжело найти. Я хочу вот именно такие телефоны, с которыми у меня связаны очень-очень такие плотные положительные воспоминания. Хочу находить в идеале с коробкой, вот положить, чтобы не лежали, там, передавать своим детям, это все рассказывать. На старости, может быть, будет у меня там склероз, еще что-то. Я очень надеюсь, что я вот возьму это в руки, и я вот как сейчас могу это все вспомнить и вам рассказать. Так что ладно, не буду вас грузить своими телефонами, своими воспоминаниями. Продолжим видео дальше. К чему я это вам все рассказываю? Сейчас такое время, что голова не только идет кругом, и она просто закипает. Иногда хочется не верить в реальность, в то, что происходит. Поэтому я записываю это видео, чтобы вас немножко отвлечь от всего от этого, чтобы вы также со мной перенеслись назад в прошлое, почувствовали себя вот студентом там, или что у вас еще, какие там ассоциации есть такие приятные. И очень главное, я прошу, напишите в комментарии, с какой вещью или ароматом, с чем вы можете связать свои воспоминания, и можете ли вы сейчас их купить, потому что, допустим, аромат некоторые я могу купить, который меня тоже переносит в определенные участки времени. Телефоны, я не знаю, почему выбрал телефоны, потому что, наверное, во время студенчества что тебе еще надо было? Да ничего, мне главное, чтобы был телефон на тот момент модный, мне не интересовала какая вещь, мне даже доходило до того, что я там два месяца работал на стройке, в летние каникулы, мне мама говорит, да, были проблемы с деньгами у нас, и она говорит, Андрей, купи себе вещей, а я пошел и купил себе Nokia 3250, кстати, 3250, вот еще один из них телефонов, который я хочу, его вообще практически нереально найти, это такая вещь, там, Express Music, я картинку вставлю, которая там поворачивалась. Я пошел, купил за всю зарплату, вот просто себе этот телефон, и я настолько наслаждался им. Я не знаю, вот, наверное, у некоторых как-то было по-другому, и ты чувствовал себя настолько свободным от всего. Это круто, так что напишите в комментариях, что у вас, с чем связано, как я еще раз говорю, можно ли сейчас это приобрести. Потому что я свои некоторые воспоминания могу сейчас купить. Наверное, это видео уже надо заканчивать, оно вышло короткое, такое вот, я считаю, оно позитивное, мне оно приносит очень много. Я даже когда его записывал, писал сценарий, я сидел эти воспоминания, слушал ту музыку, которую подбирал, она меня тоже переносила туда, назад, в прошлое. Я надеюсь, что и вас это видео как-то оторвало, немножко вот забрало из этой реальности, что происходит сейчас, и отвлекло. Для меня это была цель данного видео. Вам спасибо за просмотр данного видео, я очень сильно верю, что многим из вас оно помогло отвлечься. Так что пишите комментарии, ставьте лайки, на свое усмотрение, как кому что понравилось, не понравилось. И всем до нового видео. Пока!